Переживать стресс можно по-разному, но точно не стоит переносить негатив на близких. В жизни случается всякое. Вас могут уволить с работы, на учебе поставят плохую оценку или любимый человек спросонья нагрубит. Плохое настроение передается намного быстрее, чем хорошее. Нам проще облегчить свой эмоциональный фон, выплеснув негатив на окружающих, чем хранить его в себе или искать способ расслабиться. Но на то мы и разумные создания, чтобы уметь устоять против слабостей и желаний, неправильность которых мы понимаем сами. В этом видео расскажу вам, как понимать свои эмоции и справляться с ними. Во-первых, нужно понять, почему вы злитесь. Есть объективные причины, когда даже спокойный человек может взбеситься, но случается это нечасто. Если же вы постоянно на взводе из-за мелочей, во-первых, это повод начать действовать против симптомов нервного срыва, а во-вторых, при необходимости обратиться к психотерапевту. Среди таких симптомов усталость, отсутствие аппетита, плаксивость, мигрени, аллергия, нервный тик, отсутствие мотивации и желание ограничить общение с близкими. После выяснения причины вашей злости или агрессии необходимо разобраться, куда деть негативную энергию. Самый простой способ справиться со стрессом – это устать. Потратить энергию можно во время занятий спортом или умственной активности, то есть вам нужно либо начать регулярно бегать и поднимать тяжести, либо погрузиться в книги и онлайн-ресурсы. С физической усталостью приходит потребность в возобновлении энергии, то есть голод. А значит, постепенно этот круг приведет вас к прежнему состоянию наслаждения жизнью, когда вы нормально себя чувствуете и имеете мотивацию к труду. Также важно принять решение, стоит ли ограничить общение. Если вы чувствуете раздражение при взаимодействии с близкими, значит временно нужно прекратить общение, пока не почувствуете себя нормально. Объясните им, что вы исчерпали моральные ресурсы и должны сами найти способ восстановления. Если живете отдельно, проблем не возникнет, просто не открывайте дверь, если кто-то приезжает без приглашения. А если у вас нет возможности изолироваться, не стесняйтесь быть молчаливым и старайтесь чаще уходить из дома на прогулки, посещать выставки, кинотеатры и ужинать в одиночестве. Вам нужно понять, что спокойного человека ничего не трогает так, чтобы в ответ реагировать агрессией. Как только вы разберетесь со своими проблемами, можно будет вновь вернуться к нормальной жизни. Вот и все, друзья. Помните, что близких нужно беречь, и лучше как можно раньше научиться справляться со своими негативными эмоциями. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Если понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всего всем доброго!